Глава 2066. Ожесточенная битва на шахте. Часть 2. Услышав это, сердце крепкого мужчины дрогнуло, и он поспешно направил свое духовное чувство к черной ци внизу. Этот крик исходил от одного из учеников семьи Бай, и при нормальных обстоятельствах он мог бы мгновенно определить ситуацию внутри формации. Но его силы в настоящее время были сильно ограничены, и сила формации также мешала ему. Поэтому он не мог видеть, что происходит внутри черной ци. Однако он чувствовал, что одна из аур 6 учеников уже исчезла. Это, естественно, очень встревожило его. Но прежде чем он успел что-либо сделать, внутри черной ци раздались еще два леденящих душу крика. Сразу после этого ауры еще двух учеников семьи Бай погасли. «Спаси меня, старший!» Ученик семьи Бай вырвался из черной ци, прежде чем отчаянно бежать к лорду небесному дракону Луаню, который был дьявольским лордом и находился ближе всего к нему. Однако в этом огненном море скорость ученика была сильно ограничена, и лорд-небесный дракон Луань остался на месте, не проявляя никакого намерения помочь ему. Ученик семьи Бай был ввергнут в полное отчаяние, увидев это. Но прежде чем он успел что-либо сделать, полоса черного света внезапно вырвалась из черной ци, поразив ученика во вспышке. Раздался мучительный вой, когда защитная дьявольская ци вокруг тела ученика рассеялась, и его голова скатилась с тела. Затем из раны на его шее появилась еще одна темная белая голова, и она бросила холодный взгляд на лорда небесного дракона Луаня своими малиновыми глазами. Как только их взгляды встретились, лорд небесный дракон Луань мгновенно почувствовал леденящее кровь ощущение, как будто вся кровь во всем его теле замерзла. Это, естественно, очень встревожило его, и он провел рукавом по воздуху, чтобы вызвать костяной щит, который расположился перед ним. В этот момент Бай Юнсинь и еще один ученик семьи Бай вылетели из черной ци с испуганными лицами, и один из них полетел к Хань Ли, а другой — к Хань Цзы. Голова, появившаяся из шеи обезглавленного ученика семьи Бай, бросила взгляд на пару, а затем внезапно вылетела из тела ученика. Он выстрелил полосой белого света, затем разделился на две части и полетел к Бай Юнсинь и другому ученику. После всего лишь одной вспышки он уже достиг двух своих целей. «Спаси меня, старший!» «Старший Хань!» Оба ученика, естественно, пришли в ужас, увидев это, и каждый из них вызвал несколько защитных дьявольских сокровищ, чтобы попытаться спасти себя. Однако белый свет смог пройти сквозь сокровища, как если бы он не имел материальной формы, и мгновенно погрузился в их тело. В следующее мгновение их тела также были обезглавлены под леденящие кровь крики, но их заменили две другие белые головы. Белый свет двигался так быстро, что не дал Хань Ли и Хань Цзы возможности вмешаться. Выражение их лиц слегка изменилось, когда они увидели это. Если бы не тот факт, что они не могли использовать техники движения и были ограничены этим огненным морем, для них было бы простой задачей спасти двух учеников семьи Бай, но в этих обстоятельствах они могли только смотреть, как ученики были убиты. Хань Ли бросил взгляд на первого обезглавленного ученика и обнаружил, что его тело полностью сморщилось. Его кровь и плоть исчезли, а его останки стали похожи на обезглавленное тело, которое они обнаружили ранее в туннеле шахты. Казалось, что другие ученики семьи Бай тоже пали таким же образом. Однако монстры, напавшие на учеников семьи Бай, казалось, знали, что дьявольских лордов будет не так просто победить, и просто оценивали Хань Ли и других своими холодными малиновыми глазами. Это указывало на то, что эти существа обладали высоким уровнем интеллекта, из-за чего присутствующие дьявольские владыки испытали неприятный шок. Теперь они опасались их еще больше. Дородный мужчина и фиолетово-волосая женщина обменялись взглядами, увидев, что их собственный шок и ярость отразились в глазах друг друга, и они обменялись быстрым разговором через голосовую передачу, прежде чем дородный мужчина повернулся к Хань Ли. Он сказал: «Друг Даос Хань, пожалуйста, сразитесь с этими монстрами вместе с моей сестрой. Я позабочусь об этом дьявольском звере вместе с другими даосами. После того, как мы победим этого дьявольского зверя, мы придем, чтобы помочь вам двоим». Как только его голос затих, яркий белый свет внезапно вырвался из доспеха фиолетово-волосой женщины, отбросив окружающее малиновое пламя и позволив ей лететь прямо к Хань Ли. Хань Цзы также быстро полетел к лорду небесному дракону Луаню и крепкому мужчине, услышав это. Он использовал шары ледяного света вокруг него, чтобы разделить море огня. Перед лицом этих могущественных врагов не было времени для споров, поэтому он немедленно решил подчиниться предложению дородного мужчины. Хань Ли тоже не возражал, и как только женщина с фиолетовыми волосами оказалась менее чем в 200 футах от него, он немедленно передал ей свой голос. «Друг Даос Футянь, ты знаешь, что это за существа?» Женщина на мгновение замялась, прежде чем ответить. «Я тоже впервые вижу такое. Но я помню, что читала о похожем типе существ, известных как дьявольские духи, которые кажутся очень похожими на них. Однако я не могу подтвердить, действительно ли это дьявольские духи». «Дьявольские духи».
Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он услышал это. Женщина не уточнила, кто они такие, но явно предполагалось, что с этими дьявольскими духами будет довольно сложно иметь дело. Действительно. Я подозреваю, что эти штуки могут быть дьявольскими духами, сформированным духовной ци внутри этой шахты. Если это так, то не только их атаки будут совершенно бестелесными и бесформенными, но и сами они окажутся невосприимчивыми практически ко всем физическим атакам. И даже техника их движений может быть здесь не сильно затруднена. «Я не знаю, почему они решили объединиться с этим дьявольским зверем, но мы должны быть осторожны», — ответила женщина с фиолетовыми волосами. «Понятно. Позвольте мне узнать, действительно ли они невосприимчивы к физическим атакам». Хань Цзы повернулся к одержимому телу Бай Юньсинь с холодным светом в глазах, а затем перевел взгляд на 3 других дьявольских лордов. Эти трое уже начали атаковать расплавленного гиганта, созданного дьявольским зверем, и, кроме своего заветного зеркала Инь, здоровенный мужчина призвал пару металлических крюков, которые вращались вокруг тела расплавленного гиганта, пробивая в нем большие дыры за каждую атаку. Тем временем тело лорда небесного дракона Луаня увеличилось в несколько раз по сравнению с первоначальным размером, и он выпускал изо рта порывы фиолетового ветра, чтобы отогнать багровое море пламени. Что касается Хань Цзы, его тело стало прозрачным, как ледяная скульптура, и он высвободил серию чрезвычайно мощных ледяных способностей. Дьявольский зверь действительно был очень грозным, но перед лицом 3 дьявольских владык, каждый из которых атаковал его силами, которые давали ему преимущество, он был вынужден отступить. Несмотря на то, что лава, покрывающая его тело, была сильно повреждена, он мог бесконечно регенерировать, опираясь на лаву в озере, поэтому 3 дьявольских лорда не могли по-настоящему навредить зверю. Выражение лица Хань Ли не изменилось, когда он увидел это. Но он резко сделал хватательное движение, и в его руке появился лазурный длинный меч длиной около 3 футов. Он ударил мечом по телу Бай Юньсинь, и тот мгновенно исчез из его рук. Однако в следующее мгновение из безголового тела Бай Юньсинь вырвались пространственные колебания, и появилась полупрозрачная лазурная нить, которая скользнула вниз, как легкий ветерок, разрезав белую голову на ее теле пополам. После достижения поздней стадии интеграции тела нить меча Хань Ли стала невероятно мощной и непредсказуемой, что позволило ему с легкостью разрезать эту голову. Крайне дезориентирующий крик раздался из 2 половинок белой головы, после чего обезглавленное тело Бай Юньсинь мгновенно полностью сморщилось. В следующее мгновение 2 половины головы вылетели из ее тела, прежде чем соединиться в одну, образовав полосу белого света, которая устремилась прямо к Хань Ли. Обладая огромным духовным чутьем, Хань Ли, естественно, совершенно не пострадал от атаки звуковой волной. Внезапно он провел рукавом по воздуху, и несколько десятков маленьких лазурных мечей вылетели вперед, превратившись в несколько десятков лазурных нитей меча, которые полетели прямо на встречную полосу света. Полоса света резко оборвалась, на ней появилось несколько десятков слабых лазурных отметин, после чего она распалась на несколько десятков частей. Однако эти фрагменты затем немедленно снова слились воедино, прежде чем снова рвануть к Хань Ли, сохраняя при этом свою первоначальную скорость. Он действительно практически невосприимчив к физическим атакам. «Похоже, это действительно дьявольский дух», — пробормотал Хань Ли, проводя другим рукавом по воздуху, чтобы выпустить шар серебряного пламени, который ударил в полосу белого света с безошибочной точностью. Затем серебристое пламя поднялось на несколько футов в высоту и мгновенно залило приближающуюся полосу белого света. Наблюдая за другим дьявольским духом, женщина с фиолетовыми волосами, естественно, также наблюдала за тем, что делает Хань Ли, и когда она подумала, что серебряное пламя не сможет причинить вред дьявольскому духу, она была сильно удивлена. Как только полоса белого света была окутана серебристым пламенем, она испустила леденящий кровь вопль, прежде чем отчаянно покатиться по земле, по-видимому, пытаясь потушить серебристый огонь. Глава 2067. Ожесточенная битва на шахте. Часть 3. Всего за 2 вдоха вопль прекратился, и полоса света испепелилась в небытие. Фиолетоволосая женщина больше не колебалась, увидев это, и немедленно напала на другого дьявольского духа. Она швырнула свою алебарду в воздух, и раздался тигриный рев, когда алебарда превратилась в гигантскую рогатую тигриную проекцию, а затем выпустила из пасти столб черного света, который мгновенно поразил другого дьявольского духа. Тело, одержимое дьявольским духом, и белая голова были разорваны на бесчисленные куски сильным взрывом, сразу после которого женщина потерла руки, прежде чем поднять их протянуть вперед. И моментально вдаль метнулся шар черного пламени. Он вырвался вперед, словно в безумии. Он походил на пушечное ядро гигантских размеров. В какие-то доли секунды она начисто смела осколки дьявольского духа и поджег их. Затем фиолетоволосая женщина махнула рукой, чтобы вернуть алебарду к себе, прежде чем оценить черное пламя со слабой улыбкой на лице. Казалось, что с этими дьявольскими духами не так трудно иметь дело, как предполагалось в записях.
Однако, как только эта мысль пришла ей в голову, черное пламя вдалеке внезапно взорвалось, и во все стороны вырвались клочья дьявольского пламени, среди которых были вкраплены бесчисленные пятнышки света размером с большой палец. Эти точки света отделились от дьявольского пламени, а затем сошлись в одном и том же месте, образуя слабую белую фигуру. Черное дьявольское пламя, которое она развязала, было совершенно не способно причинить вред этому дьявольскому духу. Фиолетоволосая женщина резко вздохнула, увидев это, и только тогда она поняла, что серебряное пламя, выпущенное Ханьли, не было обычным пламенем. Но противник не собирался давать ей время на размышление. Прямо в этот момент дьявольский дух устремился к ней полосой белого света, и в мгновение Эйка он был всего в нескольких десятках футов от нее. Фиолетоволосая женщина была слегка встревожена, увидев это, но ничуть не запаниковала, взмахнув своей алебардой по воздуху, чтобы высвободить бесчисленные полосы черного света, которые устремились вниз к белому свету. В то же время другой рукой она сделала ручную печать, чтобы выпустить шар зеленого света, который в мгновение Эйка увеличился до размера колеса телеги. Этот зеленый шар тут же выдвинул из своих недр чудовищное лезвие в форме полумесяца. Встречная полоса белого света не предприняла никаких мер по уклонению и врезалась в черный свет и зеленое лезвие. Затем белая фигура каким-то образом прошла прямо сквозь вражеские атаки, прежде чем броситься прямо на женщину с фиолетовыми волосами. Выражение лица фиолетоволосой женщины слегка изменилось, когда она увидела это, и она внезапно немного приподнялась, прежде чем швырнуть свою алебарду в воздух, в то же время ударив другим кулаком по белой фигуре. Ее кулак казался очень тонким, но когда он пронзил воздух, участок пространства размером в несколько десятков футов внезапно жутко исказился. Затем появился серый шар света, и весь окружающий воздух в бешенстве устремился к нему. Пространственная сила. Увидев это, на лице Хань Ли появился намек на удивление. Дьявольский дух находился прямо внутри светового шара и начал яростно сопротивляться, пока его тело трансформировалось и искажалось, принимая различные формы. Однако этот взрыв странной всасывающей силы медленно, но неизбежно притягивал его к центру шара света. Фиолетоволосая женщина была в восторге, увидев это, и слой серого света появился на ее другой руке, которую она протянула в том же направлении. Раздался глухой удар, и существующий шар серого света содрогнулся, прежде чем исходящая от него всасывающая сила увеличилась примерно вдвое. Дьявольский дух больше не мог сопротивляться, и его притянуло к центру шара серого света, после чего он был разорван на мелкие кусочки взрывом странной силы, действие которой было похоже на атаку бесчисленных острых лезвий. Слабая улыбка появилась на лице женщины с фиолетовыми волосами, когда она поставила ручную печать, а затем указала пальцем на серый свет, планируя использовать мощную секретную технику, чтобы полностью уничтожить пойманный в ловушку дьявольский дух. Однако именно в этот момент Хань Ли внезапно поднял бровь и прокричал: «Берегись!». Услышав это, женщина с фиолетовыми волосами слегка запнулась. Но прежде чем она смогла понять, что имел в виду Хань Ли, несколько сотен нитей белого света внезапно вырвались из серого света впереди, и вспышка ударила в ее тело. Вокруг нее появилось несколько слоев световых барьеров, но белые нити прошли сквозь них, как будто их не существовало, и ударили в ее безупречный белый доспех. Шары белого света вырывались из доспехов после удара белыми нитями, и внутри этих шаров белого света были серебряные руны разных размеров, которые временно сдерживали белые нити. Однако белые нити, казалось, были наделены чрезвычайно устрашающей силой, и фиолетоволосая женщина неконтролируемым образом отлетела назад. Сразу после этого белые нити снова сошлись, образовав белую фигуру, и она быстро потянулась к ней обеими руками. Пара массивных световых рук, каждая размером около 10 футов, появилась из ниоткуда, а затем яростно схватила ее. Еще до того, как они соприкоснулись с ней, две вспышки огромной силы уже устремились к ее телу. Лицо женщины побледнело при виде мощной атаки, и она знала, что если она попадет под атаку, то обязательно будет как минимум тяжело ранена, если не убита на месте. Таким образом, она могла только стиснуть зубы и бороться за свою жизнь. На ее лице появился слой малиновой ци, а позади нее вспыхнул черный свет, и появилась угрожающая дьявольская проекция с головой тигра и человеческим телом. Дьявольская проекция издала низкий рев и потянулась своими дьявольскими лапами к паре массивных световых рук. Однако женщина все еще недооценивала силы дьявольского духа. В тот момент, когда пара рук соприкоснулась с дьявольскими лапами, они внезапно изогнулись и пронеслись мимо дьявольских лап под невероятным углом, прежде чем рухнуть на голову фиолетоволосой женщины. Лицо женщины побледнело еще больше, когда она увидела это, но было уже слишком поздно что-либо делать. Она могла только в безумии влить свою магическую силу в свой доспех, готовясь противостоять атаке своим телом. Как только гигантские руки почти достигли ее, поблизости внезапно вспыхнули пространственные колебания, и два шара серебряного пламени вылетели во вспышки, чтобы ударить пару огромных рук. Раздался оглушительный грохот, когда пара рук была залита серебряным пламенем, а затем мгновенно испепелена в небытие.
В следующее мгновение два всплеска серебряного пламени объединились в один, превратившись в серебряного огненного ворона размером около десятка футов, прежде чем полететь к дьявольскому духу. Хань Ли, наконец, вмешался. Он понимал, что без его помощи фиолетоволосая женщина не жилец. Дьявольский дух явно очень боялся серебряного пламени, и он мгновенно отлетел более чем на 100 футов в призрачной манере, прежде чем выпустить изо рта вспышки красновато-фиолетового света. Затем эти вспышки света превратились в несколько десятков полос фиолетового меча Ци, которые мгновенно поразили серебряного огненного ворона. Но огненный ворон остался совершенно невредимым, в то время как все полосы пурпурного меча Ци были испепелены в небытие. Однако серебряный огненный ворон был немного замедлен ударами меча Ци, и дьявольский дух воспользовался этой возможностью, чтобы сбежать обратно в каменную стену, где он исчез. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он увидел это. Поэтому он махнул рукой в сторону серебряного огненного ворона, после чего тот немедленно вернулся к нему в виде шара серебряного пламени, а затем мгновенно исчез в его теле. Фиолетоволосая женщина почувствовала большое облегчение, когда взяла себя в руки, а затем поспешно отсалютовала Хань Ли издалека. Ее лицо осветила искренняя улыбка радости и благодарности. Она прокричала: «Спасибо за вашу помощь, брат Хань. Если бы вы не вмешались, я действительно была бы в серьезной опасности. Я обязательно отплачу вам за это. Пожалуйста, уважаемые. Я согласился оказать вам свою помощь, поэтому от меня ожидается только вмешательство, когда вы в опасности. Жаль, что мы позволили этому дьявольскому духу уйти. На нашу беду он обладает высоким уровнем интеллекта, поэтому будет очень сложно поймать его снова», — с улыбкой ответил Хань Ли. «Ты слишком скромен, брат Хань. Действительно, нам придется искоренить этот дьявольский дух, если мы хотим возобновить нормальную работу в этой шахте, но давайте сначала позаботимся об этом дьявольском звере», — сказала женщина с фиолетовыми волосами. Она кивнула с кривой улыбкой и полетела к другой битве. Там расплавленный великан выпускал безграничное багровое пламя, и хотя он явно отставал, он все еще атаковал дьявольских лордов с огромной свирепостью, выпуская своими массивными кулаками зеленые огненные шары размером с павильон. Гигантские огненные шары были наделены грозной силой, и даже трое дьявольских владык были вынуждены уклоняться от них, не решаясь противостоять им в лоб. Как и ожидалось от дьявольского зверя, сравнимого по силе с существом на поздней стадии интеграции тела. Это действительно будет непростая задача для 3 дьявольских лордов. И победить им будет совсем нелегко. После выяснения ситуации на лице Хань Ли появилась слабая улыбка, и он сделал ручную печать, после чего золотой выступ с 3 головами и 6 руками появился позади него среди всплеска дьявольской ци. Глава 2068. Победа. Через полдня возле гигантской песчаной дюны раздался сотрясающий землю грохот, и она внезапно взорвалась, разметав во все стороны огромное количество песка. Затем вырвался шар зеленого пламени и тут же улетел вдаль. В зеленом пламени был израненный дьявольский зверь с головой оленя. По всему его телу текла кровь, и у него не было одной лапы. Однако прямо в этот момент полоса пронзительного серебряного света внезапно вырвалась вперед, как молния, прежде чем быстро закружиться вокруг дьявольского зверя. Дьявольский зверь издал громоподобный рев боли, когда зеленое пламя опоясало его тело. Оно вспыхнуло в мгновение ика. Сразу после этого половина пурпурного рога рухнула сверху среди кровавого дождя и приземлилась с глухим стуком, погрузившись на несколько футов в песок, что указывало на то, что он был чрезвычайно тяжелым. Затем гуманоидная фигура медленно вылетела из того, что осталось от песчаной дюны, прежде чем зависнуть в воздухе. Это был никто иной, как Хань Ли. Он бросил взгляд в сторону, в которой исчез дьявольский зверь, и покачал головой. Затем он взглянул на пурпурный сегмент рога, который погрузился в песок. Хань Ли поднял руку и сделал хватательное движение, чтобы высвободить взрыв невидимой всасывающей силы, и сегмент рога моментально оказался в его руке, как будто он вообще ничего не весил. Хань Ли провел своим духовным чутьем по пурпурному сегменту рога, и на его лице появилось довольное выражение. Однако затем выражение его лица немного изменилось, и он сразу же перевернул руку, чтобы убрать сегмент рога. В следующее мгновение из массивной воронки в песке появилась еще одна гуманоидная фигура. Это была фиолетоволосая женщина. Она улыбнулась, увидев Хань Ли, и спросила: «Вам удалось догнать этого дьявольского зверя? Ничего страшного, даже если вы этого не сделали». Зверь уже был тяжело ранен. Каждый из нас 5 ранил его минимум раз. Я уверена, что он не посмеет снова приблизиться к этой шахте. Будьте уверены, когда он убегал, мне удалось мечом нанести ему еще одну рану. По моим оценкам, ему потребуется по крайней мере несколько столетий восстановления, прежде чем он сможет полностью выздороветь, ответил Хань Ли и указал на лужу крови, оставшуюся на песке.
Глаза фиолетоволосой женщины загорелись восторгом при виде лужи крови, и она сказала: «Отлично. Я рада, что мы наконец решили этот вопрос». Согласен, Ханли, естественно, не возражал против этого, и он снова спустился в кратер. Фиолетоволосая женщина взглянула на лужу крови. Она мгновение колебалась, прежде чем протянуть к ней руку и перевернуть большую кучу песка, чтобы полностью похоронить всю кровь. Только тогда ее сердце по-настоящему успокоилось, и она тоже спустилась в кратер. Несколько часов спустя Хань Ли и другие дьявольские лорды собрались в пещере, где произошла битва, и что-то обсуждали. Среди них лорд Небесный Дракон Луань и крепкий мужчина выглядели довольно бледными, что указывало на то, что они сильно напрягались во время предыдущей битвы. Напротив, Хань Цзы, похоже, ничем не отличался от своего нормального состояния. Значит, вы говорите, что в этой шахте сформировался дьявольский дух? В таком случае он определенно не покинет эту шахту. Если он сделает это, то неизбежно погибнет со временем. У него нет иного выхода, как закрепиться здесь, сказал лорд Небесный Дракон Луань. Этот дьявольский дух смог мгновенно убить тех 6 учеников стадии пространственной закалки из нашей семьи Бай. Так что, скорее всего, он очень силен. Возможно, он уже обладает способностью покидать эту шахту, если ему так угодно, возразила женщина с фиолетовыми волосами. Это правда. Даже если бы один из нас был на его месте, никто из нас не смог бы так быстро убить 6 существ на стадии пространственной закалки. Что ты планируешь делать дальше, брат Бай? Спросил лорд Небесный Дракон Луань. Несмотря на то, что дьявольское чудовище было изгнано, мы не сможем возобновить добычу полезных ископаемых, пока этот дьявольский дух все еще здесь. Поэтому нам придется обратиться к вам за помощью, чтобы решить и этот вопрос. В противном случае у моей сестры и у меня не так много шансов избавиться от него, правдиво ответил дородный мужчина. Лорд Небесный Дракон Луань обменялся взглядом с Хань Цзы, и первый слегка нахмурился, когда сказал: «Это неправильно. Брат Бай, я только согласился помочь вам разобраться с этим дьявольским зверем, а не с этим дьявольским духом. Этот дьявольский дух чрезвычайно силен и непредсказуем, даже Даос Футянь чуть не погиб от него. Так что он, скорее всего, куда опаснее, чем тот дьявольский зверь. Иначе, может быть, я сейчас не в таком плохом состоянии». Хань Цзы ничего не сказал, но явно был того же мнения. Выражение лица дородного мужчины слегка помрачнело от недовольства, когда он услышал это, но он сказал спокойным голосом: «Этот дьявольский дух — недосмотр с нашей стороны. Если бы мы знали о его существовании заранее, мы бы приготовили соответствующие сокровища, чтобы справиться с этим. Будьте уверены, лорд Небесный Дракон Луань, если вы готовы продолжать помогать нам, мы удвоим награду, которую изначально обещали вам. Этот дьявольский дух действительно очень непредсказуем, но дьявольское пламя уважаемого Даоса Ханя, кажется, должно быть хорошим противодействием ему. Ведь он даже смог убить одного из клонов дьявольского духа. Или тот, как минимум, должен быть серьезно ранен. Если мы упустим эту возможность, мы можем не получить еще один шанс». После этого дородный мужчина с улыбкой повернулся к Ханли, прежде чем передать ему свой голос. «Брат Хань, если вы хотите помочь нам избавиться от этого дьявольского духа, мы дадим вам дополнительную 8-новую дьявольскую ящерицу и позволим выбрать 3 сокровища из сокровищницы нашей семьи Бай». Услышав это, глаза Ханли слегка сузились, прежде чем кивнуть в ответ. Дородный мужчина, естественно, очень обрадовался, увидев это. Чтобы искоренить этот дьявольский дух, серебряное пламя Хань Ли было жизненно необходимо. Ты удваиваешь награды. Это включает в себя еще одно зерно кровавого риса? Поспешно спросил лорд Небесный Дракон Луань с ликующим выражением лица. Здоровенный мужчина, казалось, предугадал этот вопрос и тут же ответил: «Прошу прощения, но у нас действительно больше нет зерен кровавого риса. Однако я готов заменить его на кусок эссенции металла, очищающего кровь. Что вы думаете, лорд Небесный Дракон Луань? Я помню, что вы очень долго искали этот предмет». Лорд Небесный Дракон Луань слегка запнулся, услышав это, прежде чем согласиться в несколько неохотной манере. Кусок металлической эссенции, очищающий кровь? Это не так хорошо, как зерно кровавого риса, но этого будет достаточно. Дородный мужчина был в восторге и повернулся к Хань Цзы, прежде чем спросить: «Отлично. Могу я рассчитывать и на вас двоих, уважаемые даосы?» Хань Цзы кивнул в ответ, и Хань Ли тоже не возражал. Таким образом, они начали обсуждать конкретный план борьбы с дьявольским духом и, наконец, придумали то, что было вполне осуществимо. После этого они начали медитировать, держа в руках дьявольские камни, вместо того, чтобы немедленно приступить к делу. Несколько дней спустя, когда все восстановили часть своей магической силы, они разделились на 2 группы.
Это были все те же две группы, что и в прошлый раз, с Ханли и женщиной с фиолетовыми волосами в одной группе, в то время как другая группа состояла из 3 других дьявольских лордов, и они направились в 2 разных шахтных туннеля. 2 дня спустя женщина с фиолетовыми волосами шла впереди с круглым диском в руке, а Ханли неторопливо следовал за ней. Женщина шла не очень быстро и время от времени поглядывала на диск, но так ничего и не обнаружила. Может ли этот диск слежения за духами действительно определить местонахождение дьявольского духа? Спросил Ханли. Уверяю вас, брат Хань, этот диск слежения за демонами не был специально разработан для дьявольских духов, но он все еще применим в данных обстоятельствах. Мы сможем сразу же обнаружить дьявольский дух, если он приблизится к нам на 1000 футов. В противном случае, со способностью дьявольского духа сливаться в одно целое с этой шахтой, мы никак не сможем обнаружить его своим духовным чутьем, с улыбкой ответила она. Этот дьявольский дух довольно умен. Я не думаю, что он приблизится к нам добровольно, сказал Ханли, покачав головой. Тогда мы найдем корень дьявольского духа. Если мы сможем отследить корень дьявольского духа в этой шахте и уничтожить его, то и сам дьявольский дух будет искренен, тут же ответила женщина без всякого выражения. Возможно, это так, но найти корень в такой массивной шахте будет непросто. На это может уйти больше недели, Ханли вздохнул. Вы хотите сказать, что награда, которую мы вам обещали, не стоит даже дополнительной недели вашего времени, брат Хань? Женщина усмехнулась. «Хе-хе, это работает не так», — ответил Хань Ли с многозначительной улыбкой. Фиолетоволосая женщина уже собиралась что-то сказать в ответ, как вдруг из ее тела вырвался низкий жужжащий звук, и она слегка запнулась, прежде чем похлопать себя по талии, из которой вылетел дьявольский значок сокровища. Фиолетоволосая женщина быстро постучала по значку несколько раз, и ее приветствовал восторженный голос дородного мужчины. «Сестра, мы уже нашли дьявольский дух и уничтожили его вместе». Как мы и предполагали, он был тяжело ранен и ослаблен, поэтому вообще не мог сопротивляться. Женщина была ошеломлена, услышав это. Хань Ли тоже мог слышать, о чем она говорила. На его лице появилась улыбка, когда он усмехнулся. «Похоже, нам не придется оставаться здесь еще на неделю». Глава 2069. Снова встреча с чужеродным дьявольским металлом. Месяц спустя несколько ящероподобных дьявольских зверей появились на краю пустыни Воя иллюзий, и на каждой ящерице сидел человек. Это были никто иные, как группа Ханли, которая возвращалась из шахты семьи Бай. После того, как Ханли был проинформирован о том, что дьявольский дух был убит крепким мужчиной и другими, он и женщина с фиолетовыми волосами немедленно отправились на встречу с 3 дьявольскими лордами. И в конце концов они нашли корень дьявольского духа. Это был гигантский серый кристалл, и хотя он потерял всю свою духовную природу из-за уничтожения дьявольского духа, он все еще был чрезвычайно редким материалом для обработки инструментов, который немедленно был взят здоровенным мужчиной. Хань Ли не просил подробно рассказывать о том, как был уничтожен дьявольский дух, и 3 дьявольских лорда тоже не собирались ему рассказывать. Группа отправилась на следующий день после того, как дьявольский дух был уничтожен. Они наслаждались спокойным возвращением. В тот момент, когда все вышли из пустыни, Хань Ли сразу же почувствовал, как будто его тело стало легче, а его ограниченная магическая сила мгновенно вернулась к норме. Хань Ли вздохнул с облегчением, когда почувствовал, как его тело наполняется обильной магической силой. Было не очень приятно иметь так много магической силы, подавленной в пустыне Воя иллюзий. Затем он не мог не скривиться при мысли, что в следующий раз ему придется провести несколько десятков лет в этой пустыне. К счастью, проблема была успешно решена, и он даже заполучил дополнительную 8-новую дьявольскую ящерицу. Теперь все, что ему нужно было сделать, это дождаться прибытия патриарха длинной семьи и всех остальных. Семья Бай пообещала ему возможность выбрать 3 сокровища из их сокровищницы в качестве награды за его усилия, и он очень этого ждал. После восстановления своей магической силы все существа на стадии интеграции тела, естественно, смогли резко ускориться, и им потребовалось менее половины дня, чтобы добраться до города ночных иллюзий. Несколько часов спустя Хань Ли и все остальные сидели в зале со старинным декором в крепости семьи Бай, непринужденно что-то обсуждая с женщиной с фиолетовыми волосами. Однако здоровяка нигде не было видно. Это имело смысл, учитывая, что в рядах всей семьи Бай было всего 2 дьявольских лорда, и оба они отсутствовали более 2 месяцев. Поэтому, естественно, были некоторые неотложные дела, которые нужно было решить в срочном порядке. Через некоторое время в зал вошел человек, и это был никто иной, как дородный мужчина. «Это было очень быстро, брат Бай», — сказал лорд Небесный Дракон Луань, повернувшись к дородному мужчине. «Ха-ха. Нужно было позаботиться лишь о кое-каких второстепенных задачах. Кроме того, я принес всем вам обещанные награды. Пожалуйста, посмотрите, товарищи даосы», — ответил дородный мужчина, прежде чем провести рукавом по воздуху, посылая черный браслет в сторону каждого из троицы Хань Ли.
Хань Ли и другие поймали свои соответствующие браслеты, а затем вложили в них свой духовный смысл. Через несколько мгновений на лицах лорда Небесного Дракона Луаня и Хань Цици появилось довольное выражение, и они убрали браслеты для хранения. Хань Ли также убрал свой браслет для хранения после краткого изучения его содержимого. Мне нужно некоторое время, чтобы оправиться от предыдущих сражений, поэтому я возвращаюсь в свою пещерную обитель, чтобы отдохнуть. «Прощайте, уважаемые даосы», — сказал лорд Небесный Дракон Луань, поднимаясь на ноги сразу после того, как убрал браслет для хранения. «Я тоже ухожу», — сказал Хань Цзы после краткого размышления. Что касается Хань Ли, он продолжал твердо сидеть на своем стуле, и лорд Небесный Дракон Луань и Хань Цзы обменялись слегка сбитыми с толку взглядами, увидев это. Однако выражение лица Хань Ли оставалось совершенно неизменным, из-за чего они не могли понять, о чем он думает. Дородный мужчина и фиолетоволосая женщина, естественно, попросили их остаться для формальности, но они оба настояли на уходе. Поэтому ученик семьи Бай проводил их из зала, а затем вывел из крепости. Тем временем Хань Ли непринужденно потягивал чашку крепкого чая в холле. Дородный мужчина и женщина с фиолетовыми волосами вскоре вернулись, и первый сказал многозначительным голосом: «Вы определенно способны сохранять хладнокровие, брат Хань». Лорд Небесный Дракон Луань и даос Хань Цзы уже ушли. «Вы опасаетесь, что мы откажемся отдать вам 3 сокровища, которые мы обещали?» Вместо того, чтобы рассердиться на это, Хань Ли просто улыбнулся и ответил: «Если бы вы действительно оказались столь скупыми, то семья Бай не была бы там, где она есть сегодня». Хе-хе, это правда. Если бы наша семья Бай отменила наше обещание относительно нескольких сокровищ, наша репутация была бы разрушена. Сестра, проводи брата Ханя в наше хранилище сокровищ. Он может получить любые 3 сокровища, которые понравятся ему, усмехнулся здоровяк. Да, старший брат. Пойдемте со мной, брат Хань, с улыбкой сказала женщина с фиолетовыми волосами. Хань Ли сложил кулак в сторону дородного мужчины в приветствии, а затем последовал за женщиной с фиолетовыми волосами через боковую дверь. Таким образом, в зале остался только здоровенный мужчина. После ухода Хань Ли его улыбка сразу же слегка померкла, и он сел на главное место в зале, прежде чем покачать головой и пробормотать про себя. Как жаль. Если бы мы знали, что дьявольский дух будет так легко уничтожен, не было бы необходимости предлагать такое большое вознаграждение. Ну ладно. Шахта теперь может возобновить нормальную работу, так что мы сможем восстановить эти потери в ближайшее время. Через несколько минут Хань Ли подошел к таинственному павильону, окутанному слоями ограничений. Более 10 элитных учеников семьи Бай охраняли павильон как на открытом воздухе, так и в тени, но никто из них не вмешивался, когда женщина с фиолетовыми волосами вела Хань Ли в зал на первом этаже павильона. По обеим сторонам зала стояли 8 медных статуй гигантских злобных монстров, принимавших угрожающие позы, и, судя по слабой ауре, исходящей от этих статуй, они явно были еще одним отрядом охранников. Между статуями стояло около дюжины рядов деревянных полок, на которых стояли различные дьявольские сокровища, материалы и ингредиенты. Были также контейнеры из разных материалов, форм и размеров. Фиолетоволосая женщина встала у входа и наложила ручную печать, а затем наложила серию заклинательных печатей на 8 статуй. После этого она открыла рот, чтобы выпустить фиолетовый нефритовый кулон, который выстрелил в зал, прежде чем раствориться в воздухе с глухим стуком. В следующее мгновение весь зал слегка вздрогнул, и ограничения в зале были сняты. Это наше хранилище сокровищ, брат Хань. Вы можете выбрать 3 любых сокровища среди них, с улыбкой сказала женщина с фиолетовыми волосами, снимая ручную печать. Тогда я пойду вперед, ответил Хань Ли с улыбкой. Обладая огромным духовным чутьем и огромным багажом знаний и опыта, он смог быстро установить, что представляет собой большая часть сокровищ на полках. Что же касается остальных, то они либо требовали внимательного изучения, либо были вещами, которые он видел впервые, поэтому они его весьма заинтриговали. Он подошел к ближайшей деревянной полке, затем взял материал, напоминавший кусок обугленного дерева, и начал внимательно его рассматривать. Фиолетоволосая женщина просто стояла у входа с улыбкой. Было ясно, что она не собиралась делать Хань Ли никаких предложений и собиралась оставить выбор 3 сокровищ на его предпочтение. Изучив этот материал в течение короткого момента, Хань Ли положил его обратно на полку, затем перешел на соседнюю полку, где взял нефритовую коробку, плотно запечатанную несколькими талисманами. К поверхности нефритовой шкатулки была прикреплена бирка, и из нее вырывались пучки серебряного света. Хань Ли взглянул на бирку на коробке, затем некоторое время внимательно изучал ее содержимое своим духовным чутьем, прежде чем убрать ее в свой браслет для хранения. Увидев это, на лице женщины с фиолетовыми волосами появилось слегка болезненное выражение. После этого Хань Ли подошел к флакону размером с ладонь и сняла крышку, прежде чем сделать легкий вдох. В его глазах появился намек на нерешительность, но в конце концов он поставил флакон обратно.
Таким образом, Хань Ли продолжил осматривать заинтересовавшие его сокровища, но больше ничего не брал даже после осмотра большей части полок. Это было довольно удивительно для женщины с фиолетовыми волосами, так как на полках, мимо которых прошел Хань Ли, было несколько сокровищ, которые были не менее ценными, чем предмет в нефритовой шкатулке, которую он взял. Примерно через 15 минут Хань Ли подошел к двум последним рядам полок и начал внимательно изучать определенный предмет. Это был черно-белый камень размером с голову, испускавший холодный свет. Это было не что иное, как кусок того же чужеродного дьявольского металла, который он видел в городе Кровавых Ворон. Но этот кусок был более чем в 10 раз больше того. Хань Ли долго смотрел на кусок металла, а затем резко схватил его, пряча во вспышке лазурного света. Фиолетоволосая женщина была очень удивлена, увидев это. Такой большой кусок чужеродного дьявольского металла действительно был довольно редким, но по сравнению с другими сокровищами здесь он был одним из наименее ценных материалов. Таким образом, она была ошеломлена тем, что таинственный дьявольский лорд, такой как Хань Ли, взял такой предмет. Глава 2070. Бусина золотого кита. Несмотря на свое удивление, женщина с фиолетовыми волосами промолчала и просто продолжала оценивать действия Хань Ли. После этого Хань Ли бросил грубый взгляд на несколько оставшихся деревянных полок и немедля больше подошел к определенной деревянной полке в последнем ряду. Затем он взял с полки дискообразное дьявольское сокровище, прежде чем выйти из зала. Фиолетоволосая женщина улыбнулась, увидев это, и сказала: «Взять этот просеивающий диск инь было мудрым решением, брат Хань. Похоже, вы знаете о пустыне воя иллюзий, чем я предполагала. Но я довольно сильно удивлена, что вы выбрали этот кусок чужеродного дьявольского металла. В данный момент я перерабатываю довольно особое дьявольское сокровище, для которого, как оказалось, требуется кусок чужеродного дьявольского металла такого размера. Поэтому я, естественно, не собирался отказываться от такой удачи», — спокойно ответил Хань Ли. Фиолетоволосую женщину это объяснение не убедило, но она, естественно, не собиралась дальше совать нос. «В таком случае, я рада, что вы нашли то, что искали. Давайте сейчас же покинем сокровищницу. Ограничения здесь сняты лишь временно, и вскоре они автоматически снова активируются». Хань Ли кивнул в ответ и направился к женщине с фиолетовыми волосами. Женщина махнула рукой в сторону зала, и нефритовый кулон, который ранее исчез, появился снова, прежде чем полететь обратно к ней в виде шара белого света. Увидев это, женщина вздохнула с облегчением. Несмотря на то, что это было самое низкое из хранилищ сокровищ семьи Бай, все же потребовались десятки тысяч лет, чтобы собрать все эти сокровища. Поэтому она, естественно, не хотела, чтобы здесь что-то пошло не так. «Я хочу кое-что спросить у вас, уважаемые», — внезапно сказал Хань Ли после того, как он и женщина с фиолетовыми волосами вышли из павильона. Услышав это, в глазах женщины с фиолетовыми волосами промелькнул намек на удивление, но она тут же скрыла его и улыбнулась, когда ответила: «Слушаю вас, брат Хань. Я считаю, что мы в дружеских отношениях, так что вы можете спрашивать обо всем, что вас интересует. Я хотел бы знать, где был добыт этот кусок чужеродного дьявольского металла до того, как он оказался в хранилище сокровищ вашей семьи Бай», — сказал Хань Ли спокойным голосом. «Хе-хе, если бы вы спросили о каких-либо других материалах, мне, возможно, нужно было бы спросить кого-то другого. Но вы, безусловно, спрашиваете того человека, что может вам ответить. Так вы хотите знать об этом фрагменте чужеродного дьявольского металла?» Усмехнулась женщина с фиолетовыми волосами. Хань Ли был очень рад услышать это, но выражение его лица не изменилось, когда он сказал: «Пожалуйста, просветите меня, уважаемые». Женщина с фиолетовыми волосами бросила быстрый взгляд на Хань Ли и была довольно разочарована отсутствием его реакции, но все же ответила: «Наша семья Бай только недавно приобрела этот кусок чужеродного дьявольского металла, а что касается его происхождения, вы уже знать ответ на этот вопрос». «Что вы имеете в виду?» Хань Ли был очень озадачен, услышав это. «Разве вы раньше не спрашивали о кровавом рисе? Этот кусок чужеродного дьявольского металла был получен тем же путем. Это лишь второстепенный предмет при обмене», — объяснила женщина. «Понятно. В таком случае есть хороший шанс, что этот кусок чужеродного дьявольского металла может происходить из той же области, где кровавый рис», — сказал Хань Ли, задумчиво поглаживая собственный подбородок. «Я не могу этого гарантировать. Все, что я могу вам сказать, это то, что люди, от которых мы получили кровавый рис, скорее всего, были из озера Голубого водопада», — ответила женщина. «Спасибо, уважаемые. Вы оказали мне большую услугу», — сказал Хань Ли, сложив кулак в приветствии. «Не упоминайте об этом. Я еще не успела поблагодарить вас за то, что вы спасли меня в шахте», — сказала женщина с небрежной улыбкой. После этого они вдвоем вернулись в первоначальный зал,
и Хань Ли еще некоторое время болтал с женщиной с фиолетовыми волосами и дородным мужчиной, прежде чем уйти. В этом случае они вдвоем сопровождали Хань Ли до самого выхода из крепости, прежде чем вместе вернуться в зал. «Какие 3 сокровища выбрал этот человек, сестра?» — спросил дородный мужчина, как только сел. «Бусина золотого кита, кусок чужеродного дьявольского металла и просеивающий диск инь», — ответила женщина с фиолетовыми волосами. «Хм, это довольно странный выбор. Это определенно не самые ценные сокровища в хранилище», — заметил здоровяк, слегка нахмурив брови. «Я также нашла это довольно странным. Я могу понять бусину золотого кита и просеивающий диск инь, но этот кусок чужеродного дьявольского металла действительно не должен представлять особого интереса для существ нашего калибра», — размышляла женщина с фиолетовыми волосами. «Он что-нибудь говорил об этом?» Он дал мне общее оправдание и полностью замял вопрос. «Но он спросил меня о том, откуда мы взяли этот кусок чужеродного дьявольского металла», — ответила женщина с фиолетовыми волосами. «В таком случае он должен быть заинтересован в получении достаточно большого количества чужеродного дьявольского металла. Но, если я правильно помню, в городе ночных иллюзий есть несколько магазинов, где продается чужеродный дьявольский металл. Почему же он просто не купил нужный кусок чужеродного дьявольского металла в любом из этих магазинов?» Дородный мужчина все еще был в недоумении. Может быть, есть что-то особенное в этом конкретном куске чужеродного дьявольского металла. Фиолетоволосая женщина непреднамеренно попала в самую точку. Что в нем может быть особенного? Мы оба исследовали этот кусок перед тем, как его поместили в хранилище сокровищ. Единственное, что в нем примечательно, это его размер. Здоровенный мужчина немедленно ответил, покачав головой. Да будет так. Вне зависимости от того, какие у него есть скрытые причины, это все равно не имеет никакого отношения к нашей семье Бай. Тебе нужно оправиться от сражений в шахте, так что иди на время в уединение. Я возьму тем временем заботу обо всем, чтобы другие семьи ничего не попробовали предпринять против нас», — с улыбкой сказала женщина с фиолетовыми волосами. «Это правда. Независимо от того, что замышляет этот человек, это не имеет значения для нас, пока он не питает зла к нашей семье Бай. Завтра я уйду в уединение и тогда оставлю все тебе», — здоровенный мужчина тоже сказал с улыбкой. Уже близилась ночь, когда Хань Ли вернулся в павильон, в котором он остановился. Жу Гуэр была в восторге, снова увидев Хань Ли. Без защиты Хань Ли она, скорее всего, довольно быстро была бы порабощена кем-то другим. Несмотря на то, что Хань Ли однажды исследовал ее душу, после этого он никоим образом не оскорблял ее. Поэтому она, естественно, не хотела переходить к другому хозяину, который потенциально мог обращаться с ней намного хуже, чем Хань Ли. Хань Ли быстро отпустил ее, затем активировал все установленные им ограничения, прежде чем сесть на футон. После этого он перевернул руку, чтобы достать нефритовую шкатулку, затем махнул к ней рукавом, выпустив вспышку лазурного света, которая сорвала талисманы, прилепленные к шкатулке. Крышка коробки была открыта, обнажая мерцающую золотую бусину размером с большой палец. Поверхность шарика была очень гладкой, и от нее исходил слабый запах. Хань Ли щелкнул пальцем по бусине, и пятнышко лазурного света вспыхнуло, прежде чем исчезнуть в бусине. Через несколько мгновений из бусины раздался звук разбивающихся океанских волн, после чего она выпустила всплеск нежного золотого света, который превратился в миниатюрную проекцию золотого кита, которая начала танцевать вокруг бусины. Размер проекции был всего около фута, но она была очень реалистичной. Выражение лица Хань Ли не изменилось, когда он увидел это, но он внезапно вытянул руку, а затем потянулся к золотому свету, чтобы схватиться за бусину. Магическая сила непрерывно вводилась в шарик, и в следующее мгновение проекция золотого кита резко увеличилась до более чем 100 футов в длину, заполнив практически весь верхний этаж павильона. В то же время на голове проекции кита появился золотой рог длиной около фута, а по всему его телу появились золотые чешуйки разных размеров, что придавало ему очень угрожающий вид. На лице Хань Ли появилось довольное выражение, когда он выпустил шарик и прервал поток своей магической силы. Проекция кита мгновенно распалась на пятнышки золотого света, и золотая бусина тоже вернулась в нормальное состояние. Хань Ли поместил бусину обратно в нефритовую коробку, затем снова применил талисманы, прежде чем убрать их в свой браслет для хранения. Он, естественно, выбрал эту бусину золотого кита по одной, известной только ему, причине. Но ему было еще неизвестно, сможет ли он действительно использовать ее. Однако самой большой наградой, которую он получил, была не эта драгоценная духовная бусина. Это был кусок чужеродного дьявольского металла размером с голову. Как только мысль об этом дьявольском куске металла пришла ему в голову, в его глазах промелькнул редкий намек на возбуждение, и он сделал глубокий вдох, прежде чем выпустить кусок металла из своего браслета для хранения. Кусок дьявольского металла завис перед ним, и он ткнул в него пальцем. Полоса лазурного света вспыхнула, разрезав кусок металла пополам и обнажив объект размером с яйцо.
Он сделал хватательное движение, чтобы взять объект в свои руки, и оказалось, что это серый хрустальный шар. Волнение в глазах Ханьли стало еще более выраженным при виде этого хрустального шара, и он медленно и осторожно потянулся к нему. Во время этого процесса рукав вокруг его руки был оторван, а на его коже появилась серия мерцающих золотых чешуек, что сделало его руку значительно толще, чем раньше.